Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. Максим Радакин и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Индия не будет покупать СПГ с проекта Арктик СПГ-2, так как, по словам министра нефти страны, она не покупает никаких подсанкционных товаров. Тем временем газ активно сжижается и вывозится неизвестными танкерами, от которых даже Новотек открестился. Александр, что же происходит с Индией, с газом, с нефтью? Вообще нас не любят индусы или что вообще происходит? Откуда мы знаем про то, что Индия там не будет покупать? Мы знаем из интервью, которое дано некоторым западным изданиям, министром нефти Индии, где он говорит: мы не покупаем подсанкционные товары. Мы вообще просто даже трехметровой палкой никогда ни в коем случае не трогаем подсанкционные товары. А что министр нефти должен был ответить на вопрос о том, будете вы покупать или не будете покупать? Он должен был сказать: да плевать нам вообще на ваши санкции, давайте, накладывайте на нас, мы вообще все будем покупать, что захотим. Ну, это было бы, мягко скажем, недальновидно, а если сказать, ну, вот чуть более точно, это было бы невообразимо тупо. Поэтому министр нефти говорит то, что он должен говорить. Мы никогда, ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах СПГ с этого проекта нет. Это, кстати, не означает, что они будут покупать этот самый СПГ. Это лишь означает, что высказывание любого официального лица нужно воспринимать как высказывание официального лица, а не как факт объективной действительности. То есть, точнее, прошу прощения, сейчас поясню. То есть, то, что он говорит, означает, что он говорит то, что надо говорить. Это не означает, что именно так, как он говорит, будет. Кстати, в качестве позитивного примера я приведу историю про вежливых людей. Когда и в Севастополе, и в Республике Крым все прекрасно понимали. Но в публичной плоскости, в соцсетях, все очень умно, потому что все понимали. Делали вид: ребята, да вы о чем? Да камон, да нету такого, да вы что? Вы о чем, ребятки? Это вот правильное, осознанное, разумное поведение в кризисной ситуации. И данный персонаж, министр нефти Индии, тоже говорит все очень правильно. Еще раз, это не значит, что Индия будет стараться именно с Арктик СПГ-2 купить сжиженный природный газ любыми путями. Нет, нет, это не значит. Это значит лишь то, что высказывание министра нужно понимать как высказывание министра, что он говорит то, что должен говорить. И я напомню, что про Индию нам очень много всякого рассказывают последний год, наверное. Как стало ясно, что Индия не просто активный покупатель нашей нефти, а гиперактивный покупатель нашей нефти, и периодически начинает соревноваться с Китаем по объемам закупок, тут стали появляться интересные истории о том, что, ну, вы знаете, вот Индия сейчас сократит закупки. А вообще вот премьер-министр Индии заявил то-то, то-то. А вот министр энергетики заявил то-то, то-то. А вот министр финансов заявила то-то, то-то. И вот это то-то, то-то звучит примерно так, что мы всегда выполняем взятые на себя международные обязательства, выполняя все санкционные ограничения, включая ограничения, касающиеся потолка цен. Мы маленькая, но гордая страна, не очень богатая, и нам нужна нефть из этого всего. Я вот сейчас вроде как, ну, знаете, непонятно, да, вот ну, какая-то такая фраза тягучая получилась. А примерно так это и звучало. И из этого делались выводы, которые транслировались в мировых СМИ, а оттуда и в наших СМИ, что Индия будет покупать нефть только в рамках потолка. Я надеюсь, ловкий монтажер найдет новости тех периодов, того периода и подставит, чтобы, ну, как-то проиллюстрировать. Только в рамках потолка. Нет. Из этого высказывания мы могли сделать следующий вывод.
Если вдруг кто-то что-то поставляет, подпадающее под санкционные ограничения, то Индия, конечно же, как ответственный партнер международный, будет предпринимать все шаги, чтобы ни в коем случае никак не нарушить санкционные ограничения. Если что-то ограничивается потолком цен, то ну да, вот оно ограничивается потолком цен. Где тут вывод, что Индия будет покупать в рамках потолка? Я надеюсь, кстати, что ловкий монтажер сейчас приведет данные агентства Наанс Медиа, уважаемой Тамары Сафоновой, которые регулярно публикуют нефтяные котировки российские в портах поставки. В Индии, в Китае. Вот можно вот сейчас приложить маленькую график текущего момента, когда цены упали, когда цены очень низкие. Можно посмотреть, сколько стоит нефть российская в порту Индии. Я напоминаю, потолок цен 60. А сейчас цены очень упали. Вот. То есть многочисленные рассказы про Индию, российскую нефть, про потолок, про сокращение спроса. Это информационный шум. Вот поверьте, если вы, вот по большому счету, от нашего канала отключитесь, не будете новости месяц читать, вот уедете в горы, будете просто отдыхать. В вашей жизни вообще ничего не поменяется, если только вы не зарабатываете на том, что смотрите наш канал. Я не знаю, как вы можете заработать. Если зарабатываете, то расскажите, нам тоже вот страшно будет интересно. Вот. И если зарабатываете на чтении новостей. Если так, то, конечно, да, в вашей жизни что-нибудь произойдет. Но если вы читаете новости и просматриваете наш канал, ну, просто для развлечения, по большому счету, то есть никаких практических выводов из этого не получая и никак не используя их в своей профессиональной деятельности, в своей повседневной жизни, то отключение от всех этих каналов передачи информации ничего для вас не изменит. Вот подобного рода новости министр нефти сказал, министр финансов сказал, премьер-министр съездил туда-то и там сделал заявление. Это информационный шум. При всем уважении к этим людям, это не попытка принизить их достоинство, принизить значимость этих фигур. Это факт объективной действительности. Их высказывания нужны, чтобы соблюдать политез, чтобы подчеркнуть некую позицию, чтобы скрыть некую позицию, а не для того, чтобы вот конкретно сейчас, когда какой-то ловкий журналист задает вопрос, взять и всю правду вывалить. Да плевали мы на ваши санкции, что захотим, то и будем покупать по любой цене. Нет, так никто не говорит и не будет говорить. А если кто-то так говорит, ну, попросите его больше не говорить. Ну, правда, ну, это не, опять же, может быть, этот человек офигенный профессионал в чем-то. Ну, вот просто в публичных выступлениях он не профессионал. В публичных выступлениях ему стоит, ну, сдерживаться чуть больше, чем он себе позволяет. Вот. И в этом плане высказывание индийской стороны не более чем высказывание индийской стороны. Что касается Арктик СПГ-2. Я очень советую почитать ряд работ Александра Сапко на эту тему. Он довольно подробно разбирал. Безусловно, проект испытывает сложности. Безусловно, на этот проект нацелены санкционные ограничения. Притом, как мне кажется, на этом проекте больше тренируются. То есть дело не в том, чтобы, как мне представляется, задача не в том, чтобы отсечь нас полностью, Российскую Федерацию, от рынка СПГ, а в том, чтобы вот надавив на этот проект, выработать механизмы, которые позволят гасить в дальнейшем другие проекты. И притом здесь цель именно ограничить наше, ну, то есть вряд ли кто-то рассчитывает на то, что мы действительно, нас действительно удастся запереть и не пустить на рынок. Но выработать можно некие механизмы, которые резко затормозят наш выход на рынок. Это да, это можно сделать. И вот на Арктик СПГ-2 тренируются. Но и другая сторона тоже тренируется. То есть идет классическая борьба снаряда с броней. Снаряд, санкции, броня – это методы, ну, не обхода санкций, но, скажем так, поиска незакрытых путей. К примеру, какая-нибудь компания смотрит на происходящее, смотрит на южнокорейскую верфь, где простаивают 2, 3, 4 танкера ледового класса, предназначенные для перевозки сжиженного природного газа, покупает эти танкеры, потому что, ну, никто другой больше не купит. А потом эта компания, зарегистрированная, ну, где-нибудь, там Маршалловы острова, там ОАЭ или еще какой-нибудь регион мира,
приходит к компании «Новатэк» и говорит: ребята, мы можем ваш газ перевозить. Сама приходит, знаете, ну, желание у нее такое возникло. И перевозит этот СПГ. И страхуется кем-нибудь из подтвержденных индийским морским ведомством российских страховщиков. И все как бы нормально. Вот перевозчик, вот страховщики. Друзья, YouTube блокирует. Возможно, наш канал следующий, и это видео последнее. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, ссылка в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не потерять нас. Не ждите окончательной блокировки YouTube. Все эти санкции, которые распространяются, ну, можно наложить санкции на этого перевозчика. Но у него есть якорный клиент, а все остальные клиенты, которые отвернутся от этого поставщика услуг по перевозке, его не интересует. Вот якорный клиент есть, и его газ будут перевозить. Есть страховщик, услугами которого пользуются. Все нормально. Вы же не будете на порт накладывать санкции. Ну, точнее как, вы теоретически можете это сделать. Но фактически это объявление торговой войны. Притом войны вообще небывалой. То есть это прям вот прям будет очень-очень интересно, если подобное будет сделано. Поэтому и вторичные санкции можно побороть путем создания компаний прокладок. Когда конкретно на эту компанию прилетают санкции, но всем плевать. А далее то, что она купила у российской стороны, рассасывается по разным покупателям более мелким, и хопа, все. Вы ж не будете за всеми бегать и на всех накладывать санкции. Ну, в конечном итоге можно, как это уже бывало, с текущими санкционными ограничениями, сделать большие глаза и сказать: мы не знали. А как бы мы узнали? А мы никак не могли узнать. Ну, такая уважаемая компания. Ай-яй-яй-яй. Целый месяц на рынке. Целый месяц. И за все это время не было ни одного нарекания на ее деятельность. Все. Потребуем, чтобы ее к чертям закрыли, а вместо нее откроется другая компания. И на нее можно будет наложить какие-нибудь санкции. Это не означает, еще раз, что Индия активно начнет закупать СПГ на Арктик СПГ-2, но это и означает, что полностью исключать такую возможность не стоит. На этом все. Всего хорошего. Александр, большое спасибо за комментарий. Пока YouTube замедляют, призываю всех не дожидаться, пока его заблокируют окончательно, и нас вместе с ним. Подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Там, если что, встречаемся. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать, чтобы мы и дальше также бодро вещали про энергетику. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего, да, и подписывайтесь там на ВК, на Рутюб, на Инфотек, кстати, тоже подпишитесь, и на нефтегазовую игру, пожалуйста, тоже. Все, на сегодня все. Всего хорошего. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала – независимый аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика Инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива, поиск спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным. Поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Дзене, вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на Sponsor.ru. Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект «Геоэнергетика Инфо» продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание.